Всем привет, меня зовут Оля Вастикова, и сегодня я расскажу тебе 11 способов, как можно покорить девушку по переписке. Это видео будет полезно для тебя, если ты не знаешь, как заинтересовать девушку по переписке, если ты чувствуешь, что чем больше сообщений ты ей пишешь, тем дальше от тебя она становится, и если ты хочешь позвать девушку на свидание. Это Вастикова, и мне есть что тебе рассказать. Но для начала, чтобы понять, что мы с тобой на одной и той же волне, я хочу спросить тебя: ты хочешь, чтобы девушка тебя поцеловала вот этим смайликом эмоджи или вот этими настоящими сочными губами? Если ты нормальный парень, то, конечно, ты ответишь, что ты хочешь, чтобы она поцеловала тебя своими губами. Потому что мы все живем в век эмоджи, и, если честно, они уже немножко достали. Вообще, я хочу раскрыть тебе главный секрет. Самый главный смысл переписки – заставить девушку пойти с тобой на свидание. Больше никаких смыслов в переписке нету. Когда ты лично встречаешься с девушкой, то у вас происходит магия, и никакая переписка не может с этим сравниться. Если ты уже довел девушку до той фразы «мне так не терпится увидеться с тобой», то все равно тебе нужно играть с ней и продолжать дразнить. Я расскажу тебе 11 способов, как стать самым желанным парнем в списке контактов девушки, которая тебе нравится. В наше время получить номер телефона очень сложно. И если тебе все-таки удалось это сделать, а не получить ссылочку на профиль в социальных сетях, то я тебя поздравляю. Ты должен взять у девушки телефон и записаться. Причем записаться не как-нибудь там, типа, просто Макс Иванов. Нет, а запишись как Макс Миллионер. Ну, например. Но никак не Лысый из Бразерс, потому что девушки проворно не оценят такую историю. Нет, честно, не оценят. Я бы тоже не оценила. Хотя я даже сделала видос про историю Порнхаба. Но нет, я бы не оценила. Привет, милая. Стоять, овца! Ну давай свой телефон. Как только ты записал номер своего телефона и, например, Макс Миллионер, то напиши сам себе сообщение, так, чтобы девушка об этом даже не увидела. И на следующий день, когда ты напишешь ей какое-нибудь сообщение типа «Привет, крошка», она увидит, что вчера, оказывается, ты писал с ее номера, и она удивится. Итак, начну рассказывать 11 способов, как зацепить девушку по переписке. Первый. Позитивнее. Когда ты пишешь девушке сообщение, то сам улыбайся. От этого у тебя появится позитивная энергия, которую ты передашь через телефон девушке. И это серьезно работает. Если твой день был скучным, и она спрашивает тебя, как прошел твой день, никогда не говори, что твой день был неинтересным и ничего особенного. Переведи все в шутку. Девушка это оценит. Ну, например, представь, у тебя был отвратительнейший день, на тебя наорал начальник, но когда девушка спрашивает тебя, как дела, можешь написать ей что-то в стиле «Ой, я сегодня видел, как девушка очень неуклюже вылила на себя воду, и почему-то я сразу подумал о тебе». Если ничего смешного тебе не придумывается, то лучше просто отложи телефон до лучших времен, когда у тебя будет действительно хорошее настроение. Если ты пишешь девушке сообщение, что-то типа «Ой, на улице так холодно», ну да, хорошо, холодно. Но напиши, что, ты знаешь, на улице так холодно, мне кажется, нам стоит пойти и купить с тобой тебе что-нибудь теплое. Например, варежки. Или шарф. Что-то в новогоднем настроении. Или не в новогоднем, да в любом настроении. Девушке будет приятно, что ты о ней позаботился. Второе. Играй. Как я уже говорила, переписка не предназначена для того, чтобы писать романы Толстого. Она совсем не для этого, но для того, чтобы вытащить девушку на свидание. Поэтому, если она спрашивает тебя, чем ты сегодня занимаешься, не говори о том, что ты там смотришь порно или что ты кушаешь суп любимой мамы. Придумай что-нибудь веселое. Итак, девушка спрашивает, чем занимаешься? Ты можешь ответить ей: я был послан на эту планету для того, чтобы найти тебя. И теперь моя жизненная функция выполнена. Когда девушка спрашивает тебя, как прошел твой день, ей на самом деле совсем не интересно знать, что сегодня ты ходил гулять без шапки, или что ты совсем сегодня не обедал. Ей это совсем не интересно, это же не твоя мама. Она как бы спрашивает тебя: чувак, мне так скучно, развесели меня. Еще один пример. Девушка спрашивает: а что ты делаешь? Ты можешь сказать: я думаю, какой костюм одеть на нашу следующую с тобой встречу. Это не нудно, это изгоняет всю рутину из вашей переписки, и тем самым ты притягиваешь девушку как магнит, потому что ты спасаешь ее от обыденности.
Почему же ты будешь так притягивать девушку? Да все потому, что ты покажешь ей, что ты не маньяк, который просто безумно хочет встретиться с девушкой и ждет ее около подъезда. Девушка расслабится и поймет, что она может спокойно отвечать на твои сообщения. И самое главное, она не поймет, нравится ли она тебе или нет, потому что ты шутишь, ты ведешь себя не как остальные парни, что-то не так, какой-то сбой системы, и тем больше она будет проявлять внимание к тебе. Третье. Что написать девушке, когда ты совсем не знаешь, что ей написать? Тут тебе поможет информация, которую она давала тебе до этого. Например, она сообщила тебе, что всю субботу будет смотреть «Железного человека». И вместо того, чтобы написать занудное «ну как, посмотрела «Железного человека», ты можешь ей написать что-то в стиле «Эй, мисс любительница Айронмена, ты уже посмотрела все части или уснула на подушке?» Ну а если даже такой информации у тебя нет, то тут тебе придет на помощь парочка-троечка тем, о которых я тебе сейчас расскажу. Например, путешествие. Разузнай, в какую страну девушка очень хочет поехать, и начните мечтать о том, чтобы вы взяли в эту страну, как бы вы туда отправились, что бы вы там делали. Девушкам это очень нравится. Дальше. Школьные воспоминания. Разузнай, какая она была в школе, когда она первый раз поцеловалась. Расскажи ей смешные истории из твоей школьной жизни. Еще классный вариант поразговаривать по поводу сериалов. И можно использовать мемы из сериалов, главных персонажей. В общем, все, что угодно, и в переписке это должно обязательно появляться, когда ты общаешься с девушкой. Еще смешная тема, на которую вы можете поговорить, это ограбление банка. Скажи, что тебе нужен водитель, который будет ждать тебя, пока ты будешь грабить банк и набивать сумками деньги. И набивать деньгами сумки. Спроси ее, чем бы она занялась, пока ждала тебя? Как бы вы уехали из города, когда ты бежишь в машину с огромной кучей денег? Или, например, спроси ее, на что бы она потратила деньги, которые вы вместе, практически заработали. Четвертое. Как понять, что ты нравишься девушке? Очень многие парни не знают, в какой момент в переписке нужно вытаскивать девушку на свидание. Она тем временем уже остывает и понимает, что ей парень становится очень скучен. Увы. И начинает переписываться с другим парнем. Но ты же этого не хочешь? Не хочешь, правда? Чем больше ты переписываешься с девушкой, тем больше ты понимаешь, что ты можешь сморозить какую-нибудь фигню. И чаще всего так происходит. Ты потеряешь свою загадочность, ты потеряешь интерес девушки к тебе. Вот что самое ужасное в длинных переписках. Итак, вот тебе индикаторы, когда девушку нужно вытаскивать на свидание. Она незамедлительно отвечает на твои сообщения, просто как пуля. Она соглашается с твоими суждениями, это тоже очень круто, скажу тебе. Она смеется над твоими шутками, смеется, правда, пока смайликами, потому что ее прекрасную улыбку ты не видишь. Она пишет такие сообщения типа «Ты будешь меня ненавидеть, но я должна признаться в том, что я люблю куриную печень». В общем, ей интересно твое мнение, и она спрашивает у тебя, как ты к этому отнесешься. Это хорошо. Девушка отправляет тебе фотографии себя в сексуальном платье. Это говорит о том, что она хочет, чтобы ты полюбовался ее прекрасным телом. Или, например, она говорит тебе о том, что она только что позанималась йогой. Это означает, что девушка говорит тебе: «А я неплоха в постели». Пятое. Как нужно заканчивать переписку? Заканчивать переписку очень-очень важно, потому что это показывает, кто в этой паре лидер. И во френд-зону ты не попадешь. А для того, чтобы я рассказала тебе остальные 6 пунктов о том, как соблазнить девушку по переписке, это видео должно набрать 400 лайков. Да, 400 твоих пальчиков вверх. И тогда на следующей неделе я сниму продолжение этого видео. Кстати, пиши в комментариях темы, на которые ты хочешь, чтобы я сняла следующие видео. Мне очень интересно, и я хочу услышать ваши мнения. Может быть, у вас есть какой-то животрепещущий вопрос, который вы хотите, чтобы я рассказала вам, и я с удовольствием это сделаю. Кстати, у меня еще есть страничка в Инстаграме. Там я выкладываю скетчи и классные фоточки. Подписывайся на мой канал и, конечно, нажимай на колокольчик для того, чтобы не пропускать мои новые видео. А с тобой была я, Оля Вастикова. Скоро мы с тобой увидимся.